Али Баба и 40 разбойников. В одном персидском городе жили два брата Касим и Али Баба. Касим торговал на рынке дорогими тканями и был очень богатый. Женат он был на дочери главного судьи Фатиме. Али Баба и его жена Зейнаб жили очень бедно. Однажды, когда в их доме нечего было есть, Али Баба пошел на рынок и купил на оставшиеся деньги 2 ослов, топор и веревку. Наутро он поехал в лес, нарубил дров, связал дрова веревкой, погрузил их на ослов и повез на рынок. Теперь он каждый день рубил дрова, а потом продавал их на рынке. На вырученные деньги он покупал хлеб и мясо для себя и Зейнаб. Однажды Али Баба рубил в лесу дрова и вдруг увидел, что прямо на него мчится отряд всадников, вооруженных копьями и мечами. Впереди на высокой белой лошади скакал одноглазый человек с черной бородой. Али Баба испугался и залез на дерево, а всадники слезли с коней, сняли мешки и понесли к скале. Али Баба пересчитал людей. Их было 40 человек, не считая атамана. Одноглазый подвел людей к двери в скале и громко крикнул: «Сим-Сим, открой дверь!» Дверь тотчас распахнулась, и всадники вошли в пещеру. Али Баба очень удивился. Он знал, что Сим-Сим – это растение, похожее на коноплю. Из него делают масло, но чтоб растение могло открывать дверь, этого он никогда не слыхал. Через несколько минут разбойники сели на коней и уехали. Али Баба слез с дерева и пошел к пещере. Он увидел железную дверь, поросшую травой и кустарником. А что будет, если я тоже скажу эти слова? Дрожа от страха, Али Баба проговорил: «Сим-Сим, открой дверь». И дверь открылась. Али Баба вошел в пещеру, и дверь тотчас захлопнулась за ним. Али Баба очутился в огромной комнате, где все блестело и сверкало от множества золота и драгоценных камней. Сначала он растерялся и не знал, что делать. Но потом решил: наверное, эти люди разбойники, и если я возьму себе золото, в этом не будет ничего дурного. Он наполнил 2 мешка золотом и подтащил к двери, крикнул: «Сим-Сим, открой дверь». Али Баба вышел из пещеры, погрузил мешки на своих ослов, сверху заложил дровами и отправился домой. Была уже полночь, когда он подъехал к дому. Встревоженная Зейнаб ждала его у ворот. «Где ты был так долго и почему не продал дрова?» – спросила она. Али Баба велел ей не шуметь, а когда они втащили мешки в дом, он все рассказал. «Только смотри, Зейнаб, спрячь золото и никому не говори про него, а то люди подумают, что мы кого-то ограбили». Они вышли в сад, вырыли большую яму и опустили туда мешки с золотом. Затем они снова разровняли землю и ушли спать. Наутро, когда Али Баба уехал, Зейнаб решила пересчитать золото. Она разрыла мешки и начала считать по одной монетке. Но считала она не очень хорошо и все время сбивалась. Скоро ей это надоело, и она решила померить золото меркой. Своей мерки у Зейнаб не было, и она пошла к Фатиме. Любопытной Фатиме хотелось узнать, что будет мерить Зейнаб, и она незаметно вымазала дно мерки медом. Когда вечером Зейнаб вернула мерку, Фатима тотчас же посмотрела на дно и увидела, что ко дну пристал маленький блестящий кружочек. Фатима не поверила своим глазам. Это была золотая монета динар. Вечером Касим вернулся с рынка. Фатима показала ему золотой динар и сказала: «Твой брат Али Баба только прикидывается бедняком. На самом деле он богаче нас. Его жена меряет золото мерами». Касим отправился к брату. «Вот что моя жена нашла на дне мерки, которую она давала Зейнаб. Если ты не скажешь мне, где ты взял столько золота, я донесу на тебя султану». Али Баба понял, что Касим проведал его тайну и рассказал, как проникнуть в пещеру. Он велел ему только хорошо запомнить слова: «Сим-Сим, открой дверь». На следующее утро Насим запряг 10 мулов, положил на каждого мула по 2 больших сундука и отправился в лес. Он пустил мулов пастись на опушке,
а сам отыскал дверь в скале и громко крикнул: «Эй, Сим-Сим, открой дверь!». Касим вошел в пещеру, полную сокровищ. Он решил, что будет выносить золото постепенно, мешок за мешком, пока не вынесет все. Он схватил мешок с деньгами и поволок его к двери. Дверь была заперта. Насим хотел произнести волшебные слова, но забыл их. Он помнил только, что нужно сказать название какого-то растения. И Касим крикнул: «Пшеница, открой дверь!». Дверь не шелохнулась. Горох, овес, ячмень, открой дверь. Но дверь не открывалась. Касим понял, что ему никогда не выйти из пещеры. Он сел на мешок с золотом и заплакал. В это время разбойники привезли в пещеру много золота и дорогих товаров. Вдруг они заметили, что у пещеры пасутся чьи-то мулы. «Наверное, кто-нибудь разузнал про нашу пещеру и хочет нас ограбить», – подумал атаман. Он подошел к двери и тихо произнес: «Сим-Сим, открой дверь». Дверь отворилась, и разбойники увидели Насима. Атаман бросился вперед, взмахнул мечом и убил Насима. На следующий день Али-Баба поехал к пещере и привез тело брата домой. Похоронив Насима, Али-Баба, Зейнаб и Фатима стали жить вместе. Каждый день в их доме готовилась пища для бедняков, которые приходили сюда к обеду и к ужину. Через несколько дней разбойники снова приехали к пещере и увидели, что тело их врага исчезло. Тогда одноглазый атаман сказал: «Храбрые разбойники, есть ли среди вас смельчак, который пойдет в город и найдет нашего обидчика?» «Это сделаю я», — сказал Ахмед Сорвиголова. Ахмед пришел в город ранним утром. Город был пуст, и только старый башмачник ждал заказчиков. «В этом городе жил мой брат, богатый купец, которого недавно растерзали в лесу волки. Я пришел из дальних стран и не знаю, как отыскать его родных, чтоб поплакать вместе с ними». Разбойник дал башмачнику динар, и тот привел его к дому Али-Бабы. В этом городе все дома походили друг на друга. И чтоб запомнить дом, Ахмед мелом поставил на воротах крестик. Только Ахмед ушел, как из дома вышла служанка Али-Бабы Марджана. Увидев на воротах крест, она сразу поняла, в чем дело. Она взяла мел и поставила кресты на всех соседних домах. Утром Ахмед привел разбойников в город. «Смотрите, вот дом Али-Бабы. Я нарисовал на нем крест. А вот еще крест», — сказал другой разбойник. «Да тут на всех домах кресты». Атаман рассердился и сказал: «Ты не выполнил поручение, Ахмед, и я сам убью тебя». На следующий день в город пришел другой разбойник Мухаммед Плешивый. Снова башмачник проводил его до дома Али-Бабы. «Придется и мне как-нибудь отметить дом», — подумал Мухаммед, взял кирпич и нарисовал в правом верхнем углу маленький крест. А Марджана как раз возвращалась с рынка. Увидев, что от ворот их дома, крадучись, отошел какой-то человек и побежал по дороге, она сообразила, что здесь что-то неладное. Она внимательно осмотрела ворота, подняла с земли кусок кирпича и поставила такие же кресты на воротах всех домов их улицы. Когда разбойники во главе с Мухаммедом подошли к дому, они увидели, что на всех воротах нарисованы одинаковые красные крестики. Мухаммед погиб так же, как и Ахмед. И стало в шайке атамана не 40, а 38 разбойников. А утром в город пришел сам атаман разбойников Хасан Одноглазый. С помощью башмачника он отыскал нужный дом, сосчитал и хорошо запомнил, сколько ворот от угла улицы до ворот дома. Затем атаман приказал купить на рынке 40 кувшинов для масла и погрузить их на мулов. В 38 кувшинов сели разбойники, а в 2 оставшиеся атаман велел налить масло и вымазать им остальные кувшины, чтоб люди подумали, что во всех кувшинах налито масло. Сам атаман надел платье богатого купца и погнал мулов в город прямо к дому Али-Бабы. У ворот сидел веселый приветливый человек. Это был Али-Баба. Атаман сказал, что он приехал из дальних стран и попросил разрешения переночевать в доме Али-Бабы. Получив разрешение, он вел своих мулов во двор,
а кувшины поставил у стены. Он нагнулся к кувшинам и прошептал: «Сидите тихо, а ночью я сам веду вас в дом». Али-Баба приказал Марджане нажарить для гостя блинчиков с медом. Та замесила тесто и вдруг вспомнила, что в доме нет масла. Тогда Марджана решила: возьму-ка я немного масла у нашего гостя, а завтра куплю на рынке и долью кувшин. Она вышла во двор, подошла к кувшину с маслом и вдруг услышала: «Скоро ли мы расправимся с хозяином дома, атаман?» Марджана подошла к кувшину, из которого послышался голос, и прошептала: «Молчи, а то тебя услышат собаки». Их спустили на ночь. Потом обошла все кувшины и узнала, что в 38 сидят разбойники и только в 2 налито масло. Марджана схватила кувшин с маслом, побежала на кухню, вскипятила масло и вылила его в кувшины, где сидели разбойники. Так она убила всех разбойников. Затем Марджана нажарила блинчиков и принесла их гостю. Али-Баба попросил ее сплясать для гостя. «Слушаю и повинуюсь, господин», — ответила Марджана с поклоном. «Позволь мне только взять покрывало, я буду танцевать с покрывалом». Она убежала к себе в комнату, завернулась в покрывало, а под покрывало спрятала кинжал. Во время танца она близко подошла к атаману, выхватила кинжал и убила атамана. Али-Баба остолбенел от ужаса. Но Марджана все рассказала ему. Али-Баба понял, что это были те самые разбойники, которые убили Насима. Он поблагодарил Марджану и сказал: «Ты не будешь больше служанкой Марджана. С этого дня ты будешь жить вместе с нами, как наша сестра». И они зажили спокойно и счастливо. Спасибо за внимание, ждите новые истории. До встречи!